Гостеприимство отеля зашкаливает. Я говорю, дайте браслеты, мы пойдем кушать. Нельзя. И сразу виден уровень отеля. Вот с самого входа. $34 за ночь. На все включено. То есть бывают такие ситуации, когда деньги не доходят до отеля. А бармен в этом отеле октябренок. И вот, друзья, мы приехали в очередной отель. Гавайи Леджардин Аквапарк Резорт. Ну, говорят, что много местных здесь. Вот, возможно, здесь много местных и будет. Вот поэтому здесь и дешево. Hello. Check-in. Ну вот, очередной отель. Посмотрим, как быстро нас здесь заселят. Не будет ли здесь проблем никаких. Или опять скажут, извините, едете в другой отель. Хотя не должны, по идее. Друзья, мы приехали в отель в час, но тут конкретно заехал, я смотрю, автобус местных откуда-то. И они все сидят и ждут. Ждут, пока их поселят. В общем, нас прямо вот и не поселят, потому. Друзья, уже сидим минут 30, наверное. Минут 30? Нет. Час уже сидим. Час. Гостеприимство отеля зашкаливает. Я говорю, дайте браслеты, мы пойдем кушать. Нельзя, понимаете, нельзя. Надо только с ключом. А обед скоро закончится. Час сидим, нас не заселяют. Ну, сразу виден уровень отеля. Вот с самого входа. И вот мы сидим в пустом ресторане и ждем. Наконец-то деньги наши перечислить. Там, правда, такие деньги. Мы, напомню, что мы забронировали один день в этом отеле за $34 за ночь. На все включено. То есть бывают такие ситуации, когда деньги не доходят до отеля. А куда они деваются? Есть еще посредники, которые должны перекинуть деньги, они или забыли, или не захотели. Спасибо им большое. Или сняли путан на эти деньги и пошли в загул. Кто его знает? Сняли путан, то них не обидели. Ладно, я потерплю. Вот, но, в общем, проблема решилась спустя 2 часа. Нет, не 2, больше. 2 часа, где-то 10 минут примерно мы сидели. Но это наше потерянное время, когда мы могли бы загорать, мы могли бы купаться. И вот наш номер. Вот так он выглядит. Здесь шкаф, есть сейф, большое зеркало. Проходим дальше. Место для чемоданов. Кстати, вот 2 полотенца лежат. Почему и не было карточек на полотенце. Плоский телевизор, зеркало, рабочий стол, чайник, кружки, чай, кофе, 2 бутылочки воды, кровать с 2 тумбочками, кофейный столик с 2 стульчиками и раскладной диван, кстати. Тут еще как минимум на 1 человека. И терраса есть. Довольно-таки неплохой номер, рядом с баром, рядом с бассейнами, с видом на сад. Но здесь номеров далеких от чего-либо нету. Здесь как бы один корпус П-образный. Единственное, что они могут выходить окнами в другую сторону. Но нам дали с окнами в эту сторону.
сторону аквапарка, садика и бассейна. Ну и море. Море, кстати, видно. Не сильно, но видно. Просто мы находимся на втором этаже. Были бы на третьем или на четвертом в аналогичном номере, было бы видно полностью. Ну вот это санузел. Он, конечно, маленький. Раковина. Фен. Все работает. Мыло в дозаторах. Ну, очень неплохой душ, кстати. Очень неплохой по виду. Все-таки привередничать тут не стоит. Мы за этот номер заплатили $34 за ночь. На двоих, на все включено. И это реально очень дешево. Это просто, за эти деньги, это просто шик, я считаю. Друзья, а вот это обед отеля Гавайи Le Jardin. Здесь есть бар, где наливают напитки. Чай, кофе тоже. Гора нарезанных апельсинчиков. Стол с хлебушками. А вот это у нас пирожные. Много пирожных. Очень выглядит все аппетитно. Вот эта курочка. Проходим дальше. Тут делают пиццу. Свежие овощи. И не только свежие овощи, заправочки. Какое-то негреско. Там макарончики. Здесь овощи сате. Рис. Также мы тут имеем пшеничный суп, сладкий кукурузный суп, картофель. С этой стороны говядинка. Рыба тажин. А также сегодня вот фестиваль Турции. Я так понимаю, что это тут дербанят индейку. Чикен. Ну, на чикен это мало похоже. И также тут еще режут мяско. Вроде как или баранинка, или говядина. Не знаю, что точно. Но выглядит аппетитно. И еще не все. Еще тут сладости. Такие вот пончики. Разные восточные сладости. Тоже вот пончики. Местные восточные пирожные. Это еще не все. Паста Station, которую можно заправить разными заправками. Здесь у нас рис с печенью. Написано, правда, печень. И тут какая-то еще окра тажин и рис. И, в общем, тут еще картошечка. Вот тут вы можете взять себе мороженое. И еще вот на улице дают чего-то гриль. Котлетки гриль. И тут вот еще... Это котлетки, наверное, и жарят, эти гриль. И вот что нам принесли без Нашего шведского стола, да. Ну, в принципе, нормально. Не сильно много и не мало. Покушать хватит. Если вы больше ничего не хотите, а разве еще что-нибудь есть? Друзья, с вами канал Хочу на море, и мы начинаем обзор отеля Гавайи Le Jardin Аквапарк, который находится в Хургаде, можно сказать, на выезде из Хургады в сторону Эльгуны, вот в той стороне, а вот в той стороне находится сама Хургада, основная ее часть. Вот так вот выглядит вход. Ну, довольно симпатичный, не прицепиться. Садик, все красиво, кстати, очень красиво здесь. Мне нравится. Отель импозантно выглядит. Правда, не совсем можно понять, 5 тут звезд или 4. На фасаде никаких звезд не нарисовано. Здесь сделаны два таких водопада шикарных.
и они работают. Противоковидные тут процедуры с обрызгиванием, ковриком и так далее и тому подобное. Большое помещение лобби, при этом совсем небольшой ресепшн. В лобби находятся диванчики, торговые ряды. Есть, кстати, автомат, и в нем можно совершать все операции и снимать деньги в том числе. С правой стороны находится ресторан. Сейчас утро, но завтрак уже идет. С левой стороны находится лобби-бар. Ну, ничего такого, просто лобби-бар, в котором все напитки. Ну, о еде в этом отеле поговорим отдельно. Дальше выходим на вот такую вот террасу. В зимнее время она закрыта пленочкой. Вечером здесь висел экран с проектором, на котором что-то там транслировалось арабское. Что еще хочется сказать? В отеле на данный момент очень много мест. Отель состоит из вот такого основного корпуса. Ну вот и, соответственно, с левой стороны находится еще один шестиэтажный корпус. Две такие лестницы. По одной из них спускаемся вниз. Здесь под террасой еще один бар, но я не видел, чтобы он работал. Видимо, пока необходимости в нем нет. Пальмы, цветы, кусты. Здесь еще скамеечки для релакса. Дальше подходим к главному бассейну. Как бассейн, он походу главный по площади. Здесь есть бар. В этом баре можно, кстати, брать напиточки и из воды. Там есть стульчики. Но так как этот бассейн не подогревается, соответственно, никого здесь нет зимой. Там есть еще детская зона с горочками, маленькими водопадиками. Кстати, в этом баре можно брать и суши-напитки, спустившись по лестнице. Вот это место для анимации, но анимации даже детской в отеле не было. Мы не видели, во всяком случае. За тот день, за который мы были, анимации не было вообще никакой. Бассейн, лежаки пластиковые нормальные, вполне себе ничего. Вот этот бассейн маленький, хотя по глубине тут 130 сантиметров. Может, где-то есть место и поглубже, или даже 180. Вот он теплый. Вот это единственный теплый бассейн. Вот так выглядит отель с этой стороны. Души для того, чтобы обмыться, стоят. Ничего так, ничего так. Неплохо. Вот этот сплэш-бар после обеда здесь делают гамбургеры, картошку фри и так далее и тому подобное. Кстати, вот еще есть одноэтажные номера с одной и с другой стороны точно такие же. Вон там даже полотенца висят, они с выходом на сад. Наверное, классные номера. Но у нас туда не селили. А вот это райский сад отеля Кавайли Джардин. Кому интересно фотографироваться в зелени, здесь птички поют, здесь куча цветов, куча разных растений. Сделаны такие дорожки для променадов. Гулять и наслаждаться всеми этими красотами можно без проблем. Сейчас пройдемся немного, посмотрим, как это все выглядит. А выглядит это классно. Молодцы, что они не стали закатывать это все, грубо говоря, в асфальт или в плитку, ставить шезлонги и делать один еще бассейн, а сделали вот такую вот обалденно красивую зону. И вот через эту зону мы подходим к аквапарку. Насчет аквапарка.
По количеству он уступает, конечно, Джангл аквапарку, но по качеству даже некоторые горки мне здесь нравятся гораздо больше. Вот такая вот синяя есть и там, и здесь. Она самая экстремальная здесь получается. Этот аквапарк мы тестировали в свое время, и он нам, кстати, очень понравился. Единственный недостаток этого аквапарка в зимнее время, он не подогревается. Видимо, нет у них технической возможности для подогрева этого аквапарка. Но горок здесь достаточно. И они быстрые. И довольно такие, экстремальненькие, я бы сказал. Тут вот есть еще водопадики. В общем, здесь находится еще один, типа бассейн. Это не бассейн, это бассейн-аквапарк. Вот такая вот зона аквапарка, в которой можно отдохнуть, расслабиться. С утра все убирают. Но этот аквапарк, я бы сказал, что некоторые горки по высоте превосходят Джангл. И они реально классные. Так что за аквапарк этому отелю можно ставить жирнющий плюс. Просто жирнющий плюс. Здесь еще до того, как мы придем на пляж, еще один есть бассейн. После аквапарка. Но этот бассейн, конечно, тоже холодный сейчас. Так что фиг вы в нем зимой покупаетесь. Души. Но в летнее время здесь, конечно, класс будет. В летнее, в осеннее время, в позднее весеннее время, когда бассейны уже прогреются более-менее. Тут тоже на выходе вот озеленение суперское, конечно, классное. Все аккуратненько, все чистенько. Здесь есть еще, вон там написано фиш-ресторан. И здесь такой типа клуб, даже в котором могут и дискотеки проводиться. Как бы написано ресторан, но здесь мы смотрели в свое время шоу со змеями. Правда, были мы в соседнем отеле, но инфраструктура у них одинакова. В соседнем отеле это Гавайи Ривьера. Во всяком случае, аквапарк у них один на 2 отеля. Пляж. Гребут с утра до вечера. Вычищают все. В этом отеле очень много местных на данный момент. Отели сейчас выживают как могут просто. Сегодня воскресенье, вчера вот во время заезда была суббота. И, видимо, заехало много местных все-таки. На выходные особенно. И отель стал похож на какой-то табор на данный момент. Ресторан похож на восточный базар. Но так как отель не из самых дешевых, то и контингент местных заезжает не самый отстойный. Единственное, только дети шумят очень сильно. А так, ведут себя более-менее прилично. Пляж не сильная сторона. Волн нет, но дно вот даже сейчас можете видеть, оно каменистое. И, видимо, сейчас даже отливчик какой-то. Сильного удовольствия покупаться с этого пляжа, наверное, не будет все-таки. Но есть понтон, с которого вот там можно плавать. Рыбок здесь не будет. Когда-то мы даже смотрели и плавали. С рыбками здесь напряг. Вот этот понтон, он принадлежит отелю AMC, с которым граничит отель Гавайи Le Jardin. И вот это уже отель AMC. Лежаков здесь достаточно. Они старые, но вроде еще держатся. Стоит куча качелей. Здесь и раньше делали соки. По $1, по 2 свежевыжатые. А бар, который на пляже, он находится сразу за ним. Вот этот вот шатер. Сейчас он пока закрыт, так как раннее утро, но уже готовится к работе. Все здесь вымыли, все вычистили. Бассейн это еще один. И естественно он холодный. Кстати, вот тут вот есть еще детская площадочка. И, соответственно, Kids Club. Ну, вряд ли Kids Club в условиях пандемии не работает. Я не видел, чтобы эта дверь была открыта. Но на детской площадке дети были. Так что, если что, есть куда чадо свое пристроить. Правда, торчать придется вместе с ним. Анимации и аниматоров в этом отеле не замечено вообще. Хотя когда-то до пандемии здесь была очень неплохая анимация. Возможно, что она и будет в дальнейшем. Вот эта вот центральная аллейка разделяет 2 отеля.
С левой стороны это Le Jardin, в котором мы живем. Справа Гавайи Ривьера, в котором 3 года назад и отдыхали как раз. Тоже зимой, правда, в феврале. И тогда, кстати, погода была потеплее. Вот такие вот горки. Они крутые, быстрые, классные. Даже вот эти вот, которые 3 дорожки спускающиеся, они тоже классные. Вот эти трубы переплетающие тоже неплохие. Тут есть где развернуться. Несмотря на то, что вода холодная, аквапарк пользуется спросом, особенно у арабских детей. И то, что вода холодная, честно говоря, им вообще пофиг. Мне так кажется, ради развлечения они будут льдины расталкивать руками и нырять в эту воду. Главное — острые ощущения. А еще, говорят, восточные народы теплолюбивые. Ой, северные теплолюбивые. А южным, походу, холода как раз-то и не хватает. Ну и с моря через аквапарк мы возвращаемся в наш райский сад отеля Гавайи Le Jardin. Напомню, что отдыхаем мы здесь. Забронировали на одни сутки отель за $34 на двоих. И это все вот с таким вот питанием. Это отель, пока что в нашем рейтинге соотношение цена-качество просто сильно выбился в лидеры. Я не знаю, какой еще отель может его догнать по этим показателям. Шикарный сад, шикарные джунгли. Так и кажется, что сейчас из-за какого-то куста покажется какое-нибудь зверье. Кстати, о зверье. В отеле Гавайи Ривьера, который вот рядом и с которым вообще нет никакой границы. Можно туда идти и там спокойно гулять. Но он не работает просто. Так вот, в отеле Гавайи Ривьера, когда мы там отдыхали, была клетка с обезьянками, были черепахи, был пеликан. Ну, вопрос, где они сейчас? А ну-ка давайте глянем. Вот мы сейчас переходим в центральную вот эту аллею, разделяющую 2 отеля. И заходим на территорию отеля Гавайи Ривьера. Она похожа. Единственное, тут как-то мне показалось, что немножко другая форма бассейнов. И нет столько зелени. Но за ней ухаживают. Вот эта территория, ее моют. В бассейнах вода циркулирует, но корпуса не функционируют. Фактически это одна территория. Ну да, где-то в этом районе стояли клеточки с этим зверинцем. Сейчас уже ничего подобного не наблюдается. Так что возвращаемся назад. Ну, соответственно, вся инфраструктура, там туалеты, там на пляже туалеты, в лобби туалеты, где-то в районе территории. Это все есть. За этим никуда бегать не надо. Это все присутствует. Так что можете примерно составить себе мнение об этом отеле, и если оно вас устраивает, сюда можно ехать отдыхать. Как писали в отзывах многие, да, ох, отзыв испорчен, тут очень много арабов, они испортили нам весь отдых. Ну, да, они шумные, да, ну, не знаю. В принципе, этот контингент, который здесь отдыхает, далеко не сравнится с тем контингентом, который мы встречали в каком-то совсем откровенно дешевом отеле типа Санд-Бич. Обзор на него есть у нас на канале. Кстати, вот здесь есть корпуса, выходят с балконами навстречу друг другу. Если вам достанется такой номер, ну, вида с окна, наверное, не будет шикарного. Особенно на первых-вторых этажах. Но летом зато будет тенек. Торцевые номера здесь вообще с шикарными балконами. Ну вот примерно и вся территория. Поднимаемся в номер. На ужин в отель Гавайи Le Jardin Аквапарк.
Ну, едой этот отель всегда славился. Поэтому вот смотрите, что здесь творится на ужин. Хорошо, что мы здесь только на один день. Огромное количество тортов и пирожных. Мало того, здесь есть египетские сладости. Еще и тарелочки разрисовали. Ну, гора фруктов, как было на обеде, так осталось и здесь. Хлебушек классный, вкусный. Ну и это, блин, же еще не все. Здесь же еще египетские сладости продолжаются. И здесь какая-то еще сладость египетская. Вот здесь у нас курица. Вот она. Здесь хлебушек и 2 вида супа. И еще фаршированные перцы. Картошечка. А это здесь накладывают рыбку. А еще здесь пекут пиццу. Сразу при вас. Вот в этих печках. Здесь вон макарончик. Тут есть еще курочка. Овощи, сате. Вау, все горячее. Ну, соответственно, белый рис. И вот тут вот. Блин, страус. Вы пробовали когда-нибудь страуса? Я нет. Но походу эта ошибка сегодня будет исправлена. Здесь есть страус. Естественно, чикен, гриль. И еще, наверное, это еще страус лежит. Нет, это не страус. Наверное, это индейка. И есть еще рыба. Филе рыбное. Здесь отдельно паста стейшн. И вот тут еще какие-то вкусняшки. Я даже не знаю, что это. Сладкое или соленое. А это рис с какими-то котлетками. А это еще тут рис. Ага. А, еще рыба. Еще соусы. И они аж кипят вон прямо. Еще рис с кукурузкой, по-моему. Кошари. Ага, это кошари. Охра тажин. И здесь такие чисто египетские соусы. Друзья, я напоминаю, что один день в этом отеле на двоих нам обошелся 34 УЕ доллара. Извините, это похоже на 34-долларовый ужин. Ну, это похоже больше на 134-долларовый ужин. Но не как на 34-долларовый. И ты уже взяла страуса? Обалдеть. Я впервые его буду кушать. И вот впервые мне дали страуса. Охренеть. Друзья, нужно иметь большую силу воли, чтобы пройти мимо всех этих сладостей и взять только вот раз, два. Ну, еще 2 таких уже.
идем на пляж. На пляж или в бассейн? Ну, это одно и то же. Приезжаем в Беларусь и дальше будут ролики из спортзала. Ага. Сейчас. Я представляю. Найдем себе свободный лежак, а их, в принципе, тут достаточно. Друзья, этот бассейн теплый. В нем, наверное, можно покупаться. Не наверное, а точно. И не можно, а даже нужно. Друзья, вот это горки. Первая горочка. Первый уровень горок. А вот это, друзья, у нас второй уровень горок. Вот эта горочка, которую все боятся. Но она классная. А вот это так называемый унитаз. И мы поднимаемся на самый верх. Друзья, прикол. А бармен в этом отеле октябренок. Это вам не шутки. Вот, оказывается, как сейчас выглядят внуки Ильича. Друзья, и вот мы пришли на завтрак. И я уже вижу, что просто огромное количество еды. Там, где были вчера пирожные, сейчас находится выпечка. И посмотрите, сколько ее.
Самой разнообразной. И выглядит она очень классно. Привлекательная выпечка. Здесь у нас находятся какая-то выпечка из слоеного теста. Наверное, она не сладкая. Здесь рисовый пудинг. Тут находятся йогурты. Все это украшено апельсинами. Заметьте. Не просто стоит, а украшено апельсинами. Ну, специи, само собой. Апельсины, финики и нарезанная дынька. Здесь находится еще какой-то пудинг. Завтраки. Тут находится что-то вот с молочком. Вареные яйца. Здесь какая-то египетская фуль коричневая. Никогда не пробовал, не знаю, что это такое. Но египтяне, смотрю, берут. Вот это баклажанчики. Здесь какие-то яйца с колбаской. Сосиски. И они не просто в каком-то соусе. Тут какие-то тосты. Французский тост. Тут сыры, нарезанная колбаска. Овощи. Здесь соусы. Здесь продолжаются сыры, соусы, овощи свежие. Тут тоже. С этой стороны фасоль. Ложки картофельное пюре, горячейшее. Египетская десертная каша. Соответственно, еще есть молочная вермишель. Можно набирать в плошки. Ну, просто булочки, которые в Египте идут за хлебушек обычный. А здесь можно пожарить то, что вы взяли. Вот это, друзья, фалафель, который тут тоже присутствует. Еще есть блинчики, которые вы можете набрать. И шикарнейшие пончики. Дальше есть еще баклажаны. И, соответственно, жарят яичницу. Типа омлет. В общем, еды здесь валом. Просто валом. Что на завтраке, что на обеде, что на ужине. Все и выглядит аппетитно, и много. Поэтому, кто боится за еду, в этом отеле точно бояться нечего. И вот мы покинули отель Le Jardin. Как ощущение? Так себе, да? Сам отель хороший, да, но администрация у этого отеля точно так себе. Нет. Ну, да, отель, в принципе, производит неплохое впечатление, но у нас тут инцидент с ручкой произошел в самом конце. Вот только последние мы решили зайти и забрать свои вещи, и ручка замка у меня осталась в руках. У нас в дверях сломался замок. Представляете, что это такое? Вообще у нас уже время. Вообще ужас. Прям на все $10. Она у тебя осталась. Начали нас там, типа, мы виноваты. Ну ладно, может, мы частично и виноваты где-то, но вряд ли. Она просто была старая и уже убитая и расшатанная. Кто-то силу применил, не рассчитал. Тут до нас уже применяли в ней силу, не раз и не два. Ручка расшатанная была, это однозначно. Ручка была расшатанная, да. Не рвал, просто нажал. Если ручка не открывает, звонит уборщика. Я просто один раз нажал. One. Что здесь One. Вахет раз нажал. Это нельзя. Почему? Это не моя проблема. У вас она разболтанная, она болталась, блин. Ну, короче, мы купили отелю новую ручку за $10. С чем отель и поздравляем. Может быть, он станет на $10 богаче. Ну, ладно. Ну, за те деньги, которые мы заплатили за этот отель, даже еще $10 в плюсе. Ну да. Это, в принципе, фигня. Но тут даже дело не в этом.
Это так разводят туристов. Ну, не разводят, ручка-то сломалась, никто тут никого не разводил, скажем так, но как бы вот ты в Миномарке тоже кран сломала, но нам никто счет не выставлял. Ну как, а я его, кстати, так же сломала, как ты ручку. Вот. Пыталась покрутить, и он отвалился. Вот, так что вот такие вот вещи да, бывают. да. Ну, эта ручка, она сколько лет неизвестно работала, и сейчас она, Да. пришел ее черед, и он пришел именно на нас. Вот так потихонечку туристы И то сказал $13 за ручку. Ну, нифига, 13. Я сказал, давай 10 и не выдуривайся. Я тебе сделал Ладно. хороший скидка, куда ты Ну, мне не- позвонил и сказал, ладно, давай 10. Вот, Ага. блин, египтяне, торгаши, даже и на ресепшене, блин. В общем, впечатление от этого отеля надо еще переосмыслить. Ну, сама территория, еда, вообще без претензий. Хорошо. Ну, честно говоря, отношение к гостям немножко Да, такое, отношение к вот гостям. такое. Ну, скажем так, не так, как в других отелях. Немножко администрация